Приветствую! Наверняка каждому знакомо это неприятное чувство, когда сделка, которая казалась уже в кармане, вдруг срывается в самый последний момент. Так вот, сегодня мы разберемся, как из вечно обороняющегося превратиться в того, кто управляет диалогом. Как превращать любые возражения в реальные возможности. По сути, это и есть ключ к контролю над продажей. Давайте начнем с ситуации, до боли знакомой любому продажнику. Представьте, вы провели кучу звонков, клиент вроде в восторге, все готово к подписанию, и вдруг бац, тишина. Сделка, которая казалась стопроцентной, просто зависает в воздухе. Что, спрашивается, пошло не так? А вот и она, та самая фраза, которая по сути является смертным приговором для сделки. Это здорово. Мы к вам вернемся. Звучит верливо, правда? Но на самом деле это просто означает одно. Контроль только что был полностью утерян. Все, инициатива уплыла из рук, и шансы на успех теперь стремятся к нулю. Так что же делать? Как вернуть этот контроль? Ответ на самом деле в системном подходе. Мы сейчас разберем проверенную методику. Это, можно сказать, целый плейбук из 4 ключевых шагов. Он-то и позволит вести любой, даже самый сложный разговор и уверенно двигать сделку к закрытию. Итак, поехали. Первый и, пожалуй, самый главный навык — это переформатирование. Нужно перестать видеть в возражениях какую-то личную атаку. Возражение — это не стена, в которую нужно биться. Нет, это скорее сигнал, дымовая завеса, за которой скрывается либо реальный вопрос, либо какая-то неудовлетворенная потребность. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Вот смотрите, отличная табличка. Слева — то, что мы слышим постоянно. В центре, как мы обычно, по инерции отвечаем, уходя в глухую оборону. Ну а справа — как надо. Возьмем классику. Это дорого. Первая реакция какая? Нет, это недорого. И все, пошел спор. А правильный подход — перевернуть игру. Спросить, а сколько стоит, ничего не делать. Или вот, мы уже пробовали. Вместо того, чтобы кричать «но мы-то лучше», лучше спокойно поинтересоваться, а что именно тогда не сработало. Ну и мое любимое — надо обсудить с технарями. Сказать «да, конечно» значит отправить сделку умирать. Вместо этого нужно тут же предложить организовать общий звонок. Видите, мы не обороняемся, мы ведем диалог. Идем дальше. Это кажется рискованным. Опять же, не надо сразу кидаться в защиту и махать списком клиентов. Это же просто сигнал. Нужно просто уточнить, в чем конкретно клиент видит риск. И, конечно, король всех возражений. Нам нужно подумать. Ох, вот это просто черная дыра для сделок. Если отпустить клиента подумать, он, скорее всего, не вернется никогда. Правильная реакция — предложить подумать вместе, прямо сейчас. Спросить, что мешает принять решение. Так мы остаемся в игре. Так что же такое это самое переформатирование, если в 2 словах? Это, по сути, умение читать между строк. Перестать быть просто продавцом и стать, ну скажем так, партнером в решении проблемы клиента. Не спорить, а вместе искать выход. Окей, с возражениями разобрались, но этого мало. Сделку ведь нужно еще и двигать вперед. И вот тут возникает тонкий момент. Как подтолкнуть процесс, но при этом не выглядеть навязчивым? Навык номер 2 — создание конструктивной срочности. Ключевая мысль здесь — давим на процесс, а не на человека. И вот тут есть 3 пути. Первый — слабый. Ну, когда будете готовы, и все, ждем у моря погоды. Второй — агрессивный. Решайте до пятницы или все. Так можно и клиента потерять. А есть третий путь — конструктивный. Та самая золотая середина. Мы не торопим человека, мы предлагаем четкий и логичный план, чтобы ускорить сам процесс. Хорошо, как это сделать на практике? Вот 4 конкретных инструмента. Во-первых, всегда объясняйте, почему стоит поторопиться. Во-вторых, разбивайте большой путь на маленькие шаги с четкими датами, так называемые микродедлайны. В-третьих, будьте проактивны. Не спрашивайте, когда вам удобно, а предлагайте конкретные слоты. И, наконец, самый сильный прием — покажите в цифрах, сколько стоит промедление. Это и создает ту самую естественную обоснованную срочность. Ну что ж, переходим к самому, наверное, нервному моменту в любых продажах. Да-да, к разговору о деньгах. Навык номер 3. Как говорить о цене уверенно, без паники и не раздавать скидки направо и налево, съедая собственную прибыль. Представьте, вы озвучиваете цену, и в ответ прилетает вот это. «Ой, это слишком дорого, а вот у ваших конкурентов дешевле. Что делаем?» Обычно паникуем, начинаем оправдываться, судорожно думать о скидке. Но стоп. Есть путь гораздо лучше. И вот в чем фишка. Не нужно ввязываться в ценовую войну. Вместо этого снова переформатируем возражение. Задаем вопрос, который меняет всю рамку разговора. Мы переводим фокус с цены на ценность, на результат. Пусть клиент сам подумает, что ему важнее, просто дешевле или все-таки надежнее.
А вот и вторая денежная ловушка. Нам нужна скидка. Просто, прямо в лоб. И вот тут-то большинство и плывет, легко отдавая и контроль, и маржу. Как же реагировать правильно? Запомните это раз и навсегда. Скидка — это не благотворительность. Это всегда обмен. Нельзя просто так взять и дать 10%. Правильный ответ — это вопрос: хорошо, скидка, а за что? Если нужна цена ниже, значит, мы должны что-то убрать из объема. Все честно и по-партнерски. Давайте это все соберем в такой небольшой чек-лист в 5 золотых правил разговора о деньгах. Первое. Цена только после ценности. Второе. Лучше давать диапазон, вилку. Это оставляет пространство для маневра. Третье. Цена всегда должна быть привязана к объему. Четвертое. Говорите на языке возврата инвестиций, а не просто затрат. И пятое, как мы уже выяснили, скидка только в обмен на что-то. И вот мы подошли к финалу. Четвертый навык. Он как клей связывает все, о чем мы говорили раньше. Потому что можно идеально отработать возражения, создать срочность, договориться о цене и все равно потерять сделку, если не сделать одного — не закрыть встречу правильно. Смотрите, какая пропасть между этими двумя подходами. Слева — это путь в никуда. Когда вам перезвонить, это прямой билет в мертвую зону, из которой сделки не возвращаются. Справа — это движение, это жизнь. Мы не спрашиваем, мы предлагаем и сразу же фиксируем договоренности. И это не какая-то магия. Это простая, как дважды два, система из 4 шагов. Делаем раз, два, три, 4, и сделка движется. Всегда определяем следующий шаг. Назначаем ответственного. Показываем, что будет после этого. И самое главное, получаем устное «да, договорились» прямо здесь и сейчас, на звонке. Это гарантия движения. И в завершение давайте сделаем небольшое упражнение. Просто на секунду задумайтесь. Вспомните ту самую сделку, которую было обиднее всего потерять за последний квартал. А теперь прогоните ее через наш сегодняшний чек-лист. Что бы изменилось? Переформатирование возражений? Создание срочности? Уверенный разговор о цене? Или то самое четкое закрытие встречи? Ответ на этот вопрос и есть лучшая точка для вашего роста.